Все начинается с одной фразы, как вы знаете. Она звучит мягко, почти невинно. «Я просто переживаю». Знакомо вам это? Вы произносите это тогда, когда тянетесь к телефону партнера. Вы говорите это, когда задаете 10-й уточняющий вопрос за этот вечер. Вы используете это как оправдание, когда требуется отчет о каждой минуте дня. Вы говорите «я просто переживаю». Эти 3 слова, которые служат идеальной ширмой. Под этой ширмой прячется механизм, который медленно, но верно выжигает кислород из ваших отношений. Этот механизм называется контроль. Контроль редко приходит или же приводит к крикам или запретам. Вначале он выглядит как внимание, как искренний интерес к вашей жизни, как желание быть всегда на связи. Но со временем вы начинаете замечать, как воздух вокруг вас становится плотнее. Вы ловите себя на том, что начинаете заранее подготавливать ответы на вопросы, которые вам еще даже могли не задать. Вы фильтруете свои рассказы, вы удаляете незначительные сообщения. Не потому, что вам есть что скрывать, а потому, что вы боитесь вызвать очередную волну переживаний. Напряжение считается, оно даже считывается вашей поверхностью, вашей кожей. Вы спрашиваете чаще, вы начинаете проверять, уточнять. Вам кажется, что чем больше вы знаете, тем безопаснее, но это иллюзия. Тревога требует ясности, а ясность требует информации. Информация требует контроля. И вот вы уже не в отношениях, вы в режиме оперативно-розыскных мероприятий. Контроль – это абсолютно не про любовь, это всегда про страх. Страх потерять, страх быть обманутым, оказаться неважным. Если ваша ценность зависит от выбора партнера, вы будете пытаться его удержать. И вы будете строить вокруг него невидимые стены, надеясь, что он никуда не денется. Но в этом и заключается трагедия контроля. Он всегда разрушает именно то, что пытается сохранить. Это так. Как это все распознать, эту цепочку, эту тревоги? Почему этот контроль так заразительный? Почему он кажется таким логичным в моменте? Давайте вот посмотрим на механику его. Как он работает, как он живет внутри вас. Потому что неопределенность для психики – это самый сильный дискомфорт. Ваш мозг, знаете, не выносит белых пятен. Мозг спрашивает, ваша психика, где он, с кем она, о чем они говорят. Если у вас нет внутреннего ощущения устойчивости, если вы не чувствуете опоры в самом себе, вы начинаете искать ее в другом. Вы делаете партнера ответственным за свое спокойствие. Это звучит так. Если я буду знать о тебе все, мне будет не так страшно. Но в чем парадокс? Информация не снижает тревогу. Она, наоборот, ее начинает кормить. Вы проверили телефон его, стало легче на 5 минут. А потом опять возникает вопрос. Новое подозрение, новое белое пятно. Контроль – это попытка застраховаться от боли. Но в любви нету страховки. Любовь – это по определению риск. Это открытость без гарантий. А контроль – это же защита. Когда защита становится сильнее открытости, отношения перестают дышать. Вот вы замечали, как меняется человек, когда он чувствует, что за ним наблюдают. Он становится, наоборот, каким-то скованным. Его реакции теряют спонтанность. Он начинает бессознательно отдаляться. Почему? Потому что контроль – это форма эмоционального насилия. Даже если он упакован в красивую упаковку под названием «забота». Это сообщение партнеру «я тебе не доверяю». А еще глубже – я не верю, что я достаточно ценен, чтобы ты оставался со мной добровольно. Контролирующий человек – это всегда человек в панике. Он не сильный, он просто глубоко напуган. Он пытается ухватиться за ускользающую реальность, сжимая кулаки, например, еще больше, сильнее. Но чем сильнее вы сжимаете песок этот в свои ладони, тем быстрее он высыпается у вас сквозь пальцы. Понимаете? Последствия – уход. Надо вам уйти в подполье. Что происходит с тем, кто контролирует? Он не начинает любить вас больше этого. За того, что, знаете, вы про него все знаете. Напротив, сначала возникает легкое раздражение, а потом потребность в личном пространстве. Потом начинается самое опасное. Человек уходит в эмоциональное подполье, он скрывается. Он начинает скрывать какие-то либо мелочи, даже самые невинные мелочи, просто чтобы почувствовать, это мое, я свободен. Вот здесь контроль создает именно то, чего он больше всего боялся. Это ложь. Вы требовали
честности, но своей подозрительностью сделали честность невыгодной. Теперь вашему партнеру проще промолчать, чем начинать что-то объяснять. Проще не договорить, чем выдержать ваш допрос. Дистанция начинает увеличиваться между вами. Вы чувствуете этот холод и начинаете контролировать еще сильнее. Вы затягиваете петлю, но вы не возвращаете этим близость. Вы возвращаете только видимость порядка. Потому что внутри отношений образуется какой-то вакуум. Вы знаете, где ваш партнер физически находится, но вы понятия не имеете, где он находится эмоционально, о чем он мечтает, о чем он молчит. Этого вы не узнаете через проверку сообщений. Потому что настоящая близость строится на добровольном самораскрытии. Когда я рассказываю вам эти убеждения, эти парадоксы, я просто хочу с вами поделиться, чтобы вы поняли, чтобы вы не усложняли свою жизнь этим и жизнь своему партнеру. Не потому что я хочу прояснить эту ситуацию, как это работает. Контроль убивает любое желание. Оно превращает диалог в отчет. И тогда, знаете, возникает усталость, глубокая усталость обоих. Один устал доказывать, что он не виноват. Другой устал искать доказательства его вины. В этой точке отношения часто умирают изнутри. Хотя внешне даже могут они длиться годами. Люди живут как два охранника на объекте какого-то объекта стратегического. Вам безопасно? Ну, возможно. Но если там жизнь, это тоже вопрос. Напишите, кстати, в комментариях, были ли у вас подобные ситуации. Как это вообще происходит? Как происходит этот признак того, что вы потеряли контакт с самим собой? Вот вы ищете устойчивость снаружи, потому что ее нету внутри. Если вы умеете быть собой, если вы чувствуете собственную опору, вам не нужно удерживать другого. Вы можете сказать: я выбираю быть с тобой, и я верю, что ты выбираешь быть со мной. В этом «выбираю» огромная сила. А в «обязан быть» – это огромная слабость. Зрелость в отношениях – это способность выдерживать неопределенность. Понимать, что в этом гарантии нету в любви, что партнер может уйти, что он может измениться. И принимать это как часть жизни, а не как катастрофу, которую нужно предотвратить любой ценой. Но если контроль уже стал вашей привычкой, если страх потери управляет вами и вашими действиями, тогда вы уже на полпути к финалу. Когда человеку не хватает пространства внутри отношений, он начинает его искать извне. Ну да, не всегда физически, не всегда сразу в измену, но сначала он ищет ее в мыслях, в фантазиях, в легком общении, где его не проверяют и не допрашивают. Именно здесь, в этой щели между контролем и потребностью к свободе, рождается измена. Измена – это не причина краха, это симптом того, что в отношениях давно было нечем дышать. Это попытка почувствовать себя живым, а не подконтрольным. Друзья, мы будем разбирать это очень подробно в следующих и будущих видео. Потому что тема измен гораздо сложнее, чем она просто кажется нам. Это предательство. Это всегда история про двоих. Но прежде чем мы пойдем туда, нужно ответить на другой вопрос. Почему расставания часто происходят по одному и тому же сценарию? Почему даже меняя партнера и избавляясь от контроля, вы все равно приходите к той же самой боли? В следующих видео мы разберем механику повторяющихся финалов. Потому что сценарий внутри вас важнее, чем человек, который находится рядом. И, возможно, главный вопрос – можно ли быть счастливым без отношений? Если мы обречены искать спасение в других, превращая любовь в нашу клетку. Продолжим в следующих видео. Оставайтесь со мной, друзья. До встречи!